Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге, волевое управление. В данной теме я рассматриваю субстрат воли, вот когда он направлен на управляющую систему, каким образом он может быть визуализирован, во-первых, что есть воля вот в плане именно управления как такового, и каким образом данным понятием пользоваться, так скажем, управлением. С точки зрения управления, любая концентрация, любая система волевого управления, это есть идущий от вас какой-то импульс, некая сфера, некий сжимающийся шар, так скажем, или некая масса информации, которая каким-то образом или там прямым зависящим от вас образом влияет радикально на систему, в том числе оптическую, на систему действия, вы получаете некое следующее действие. То есть вы концентрируете волю для совершения чего-то. Но концентрация воли не значит, что действие происходит. Можно волю сконцентрировать, но при этом только готовиться к действию. То есть концентрация воли нужна для того, чтобы некое действие возможно подготовить. Существует еще уровень волевого управления как внешний фактор, то есть формирование воли и управление волей как таковой. То есть, например, если человек не очень точно знает, что есть воля в проявлении коллективного управления или частного, то он может просто поставить задачу. Необходимо сформировать такую волю, чтобы было какое-то управление. И потом уже сформированную волю воспринять и использовать ее как элемент внешнего управления. То есть без давления, нет волны давления, которая обычно возникает при понятии именно волевого управления. И есть еще совершенно иной фактор, с точки зрения управления или осмысления данного уровня управления, что воля может быть просто как волеизъявление. То есть любой человек может просто изъявить волю, при этом он может изъявить волю в случайном процессе. Вот он может идти в какой-то избирательной программе, увидеть лозунг, у него сработает какой-то элемент восприятия, он изъявил волю, но при этом он не напрягается, возможно, это вообще случайная для него мысль, как могут подумать окружающие, или он сам. Поэтому в понятии воли, волевого управления, с точки зрения учения о Боге, существует уровень действия Бога, где все проявленность Бога – это есть его личная воля. То есть Бог решил проявиться везде, и он проявился в каких-то действиях. То есть воля – это личностный фактор, все-таки идущий первично от Бога, и в связи с этим мы имеем такой уровень, что воля – это есть действие Бога, направленное на всепроявленность. То есть мы видим, например, Бога в каком-то действии, и при этом мы понимаем, что это его воля. То есть без воли Бога, с точки зрения логического уровня управления, не делается ничего. С точки зрения духовного уровня, воля Бога распространена до уровня создания души человека. То есть через волю можно подойти конкретно к структуре души и вообще к механизму даже создания души. Получается, нам достаточно принцип всеобщности распространить, например, на уровень души, и мы начинаем понимать, что воля человека – это не всегда все-таки высокая концентрация именно, например, энергии или действия, и что концентрация управления, где есть действие, достаточно простое, не связанное с напряжением, например, человека, что нет некой волны напряжения, именно той волны, которая идет на человека, когда считается, что человек именно имеет волевое управление. То есть даже когда этой волны нет, все равно мы можем четко сказать, что мы проявили волю в следующем управлении. Например, если поставить задачу, как построить будущее своими руками на информации. Для этого мы должны делать управление в некой точке будущего, например, Но это может быть не обязательно будущее, это может быть территориально какое-то просто место. И тогда получается, что мы должны четко разделить уровень управления на уровне, например, восприятия, на уровне действия. И в уровне действия, следующего действия, возможно, что мы не можем, в общем-то, даже, нам не нужно просто, мы не то, что не можем, как таковое это очень просто, что-то воспринять или ощутить, а просто мы часто не можем по времени, часто человек не успевает по времени, он принимает много решений, и тогда он же не может от каждого решения какой-то импульс волевой воспринимать или не волевой, любой, он должен работать спокойно. В
В связи с этим вот управление, например, в будущее пространство, это есть все-таки как бы не визуализируемый, что ли, иногда даже сигнал. Иногда эта визуализация есть, но нет давления воли, да, в обратную сторону. То есть, чтобы чего-то достичь, человек должен напрягаться, как бы сосредотачивать волю, как думают некоторые люди, или часто так думают люди, и тогда только что-то получается. То есть есть некая волна концентрации. Сжимается тело, да, начинает идти обратная волна очень мощная. Вот в обиходном понятии это есть волевое управление, то есть применение воли. Когда мы говорим о будущих событиях, следующий элемент как раз-таки может быть или отдаленным, или очень быстрое событие, тогда получается мы волю применяем, но мы не чувствуем, как бы обратная волна, не чувствуем концентрации на тело. Так вот, между этими понятиями, где она ощущается, где она не ощущается, существует очень важный элемент. Можно очень просто построить организм человека, свой собственный организм, между двумя критериями. Волна воли, идущая от вас, где вы постоянно ощущаете, ну, как бы такую натянутую или там натужную, даже так можно сказать, концентрацию, то есть вы ведете эту волну, да, как некую там сеть плотную. А с другой стороны, вы все равно можете делать управлением, но тогда между волевым уровнем, волной воли и следующим управлением существует именно личность человека в полном свободном проявлении, как бы вне зависимости, получается, от воли человека, как раз по воле Бога. То есть нам достаточно просто здесь определить, где человек, существует информация по воле Бога. А там, где воля человека четко проявлена, то есть определены критерии воли. Внешняя волна и следующее здесь. Почему вот нужно считать, что и вообще действительно так, что даже просто иногда обычное информационно-оптическое действие где-то вот в каком-то месте конкретном приводит к очень мощным результатам, хотя вы не испытываете напряжение воли. А с другой стороны, чтобы остановить реактор, чтобы не было ядерного взрыва, там волевая концентрация вообще не нужна, потому что чем выше концентрация, тем больше задержка обратного сигнала. Там, наоборот, надо действовать принципом очень как бы отдаленно. Вы не должны ощущать на физиологии, что вы занимаетесь управлением. И вот когда, например, вы в совокупности начинаете строить вот эту позицию волевого восприятия себя, например, да, как личности, то видно, что построить человека, то есть построить себя, именно на физическом уровне имеется в виду в данном случае, можно через сочетание следующих систем. Воля Бога, то есть это структура между волевыми проявлениями человека, воля человека осознаваемая и воспринимаемая, и третье, это где воля как бы не воспринимается, человек считает, что это иногда случайное событие. Хотя он участвует в этом событии, он просто не успевает за счет высокой скорости управления увидеть, как он вообще проводит этот импульс. Или для него как бы пространство существует, где импульса нет. Так вот, проследить вот этот импульс, надо, вообще говоря, осознать тело, собственное тело. Тогда получается, тело это есть носитель импульса, тело это есть построение реальности между волевой концентрацией, осознаваемой или воспринимаемой, так скажем, потому что все осознается, имеется в виду в большей степени воспринимаемой, и концентрации, которая делается человеком, вами же делается, но при этом происходит как бы в стороне. Так вот, здесь есть принципиальный переход на внешний мир. Явления, которые как бы находятся в стороне, они и есть, как правило, явления внешнего, да, проявленного материального мира. То есть получается в данном случае очень близкий уже переход, что там растущее дерево, там травинка, т.д. это есть ваша воля в том числе. Вот увидеть признак собственной воли очень просто. Так же, как вы по воле Бога вышли на сознание своей души, так же вы здесь выходите на свое волепроявление именно за счет осознания внешнего объекта, которым вы управляете, своей же собственной волей, но который не имеет, правда, силового фактора обратной волны. То есть скорость очень высока, и она сопоставима со скоростью организации вашего физического тела. Тогда получается, ваша воля проявлена в вашем теле, а тело создано Богом в связи с этим, это есть тоже воля Бога через ваше проявление в физическом теле. И вы начинаете линейно видеть, здесь в данном случае мыслить, где есть дух человека, вот, например, бесконечное воплощение. То есть статус духа вы начинаете строить бесконечным, самостоятельно. Здесь можно как раз-таки очень важный элемент, что дух ведет себя точно, почти точно так же. Или вообще иногда говорят, здесь
можно иногда так, вообще говоря, говорить и видеть эту ситуацию так, что действительно дух становится по свойствам такой же, как физическое тело, по свойствам информативным. И тогда мы начинаем видеть, что физическое тело между волей проявленной и волей как бы отдаленной, волевым проявлением, это есть тоже действие духа. То есть дух, физическое тело начинают сходиться в точку реализации души, тогда видно, что вот фокус именно Бога, он направлен всегда в центр души человека, именно в центр. Человек всегда воспринимает волю Бога как центральную волю. И вот мы начинаем тогда думать, а где вообще центр души человека, как его можно найти, да? Ну, имеется в виду, там, есть центр геометрический, есть центр там, событийный, есть центр по концентрации информации, да, вообще понятийный элемент в чем состоит вообще, что из себя представляет понятие центра души человека, что вообще в центре души. Тогда опять нам приходится применять волю, уже человеческую волю, чтобы понять этот процесс. И вот здесь мы четко видим проявление воли, идущей от человека, но идущей так же, как это делает Бог. От физического тела Бога имеется в виду, что идет такой же импульс, но человек отличается тем, что он волю может конфигурировать, например, там локально, по ряду задач. Бог же это делает повсеместно. То есть почему Бог макросозидательный? Потому что он всегда делает каждое действие для всех. А раз он построил жизнь, он как макросозидательным иным просто быть не может. Он должен волевое проявление делать синхронным. И если делать точно так, то можно строить пространство внешнего управления по своей воле. То есть строить там какие-то деревья, там, да, шахты, дороги можно было бы долго и рутинно, как бы каждую молекулу создавать, но тогда где время как бы, да, определяет другие событийные структуры. То есть Бог это сделал за человека, почему Бог определенные вещи делает за людей, да? Например, существует Земля, существуют какие-то молекулы и так далее. А тогда для чего, ну, в данном случае, значит, следует как бы рассматривать именно вот эту вот позицию, ну, именно квинтэссенция, в чем состоит, для чего мы вообще с этой точки зрения смотрим на реальность. Для того, чтобы показать, что у человека существуют свои личные задачи. Воля человека абсолютно свободна. Он может строить эти молекулы, но тогда он затратит время, пока он построит там 10 молекул, а ему нужно жить среди людей, ему нужно как-то там определять свою позицию поведения и так далее. И оказывается, вот сама квинтэссенция этого управления находится в том, что именно идеология человека, его поведенческая система в основном забирает его ресурс. То есть, что он сам себе надумывает, как он себя ведет, в это он, в общем-то, и вкладывает, получается. И здесь можно сделать обратную аналогию, уже спроецировать на Бога. Получается, Бог, в принципе, с точки зрения человека, должен делать подобное, по крайней мере. И вот в волевом уровне как раз-таки подобное действие Бога – это внешний независимый сигнал. То есть, этот сигнал, почему человек может построить, потому что там есть и воля Бога, и воля человека, и именно подобность, она здесь очень абстрактная, то есть она очень глубоко как бы ассоциативная подобность, то есть ее четко линейно проследить нельзя. Отсюда возникает вот именно многогранность внешнего мира. Взаимодействие личности Бога и личности человека делает мир многогранным и много развивающимся. Да, человек может строить конкретную молекулу, если ему это очень нужно, но тогда, например, чтобы оздоровить при сложных процессах, сложных иногда, тяжелых процессов организма, ну там болезненных имеется в виду, часто достаточно определить фокус волевых систем человека, то есть как человек принимал ряд решений. У него очень четко зафиксированы именно волевые сегменты. Вот очень просто в информации фиксируется проявление воли человека. Потому что как только воля концентрируется, человек как бы виден очень просто, да, всем окружающим. И информацию он как бы не то что даже засвечивается, но он представлен конкретным рядом действий. Сконцентрировал волю, для чего сконцентрировал, куда применил и так далее. И когда вы берете вот такой ряд, рассматриваете построение организма человека с точки зрения волевых проявлений, то в человеке видна одна клетка или даже часто одна молекула, которая может быть чуть-чуть, если эта молекула смещена, просто от центра там,
вращений. И все. И это есть причина, например, там, всех болезней, концентрированная причина. Вы волевым образом сводите все причины в одну молекулярную систему. В этом случае достаточно взять концентрацию воли, чуть-чуть сместить, дать молекулу встать на свое место, все идет мгновенное оздоровление. То есть получается иногда это полезный, да, фактор умения работать с одной клеткой. Но получается в данном случае вы работаете со своей клеткой. Если вы рассматриваете систему событий, и вам нужно в событиях сделать такое управление, что события именно сконфигурируются как бы таким образом, каким-то образом преобразуются, или, например, конфигурация событий станет полностью подконтрольной, да, в момент именно конфигурирования, что вы сможете в одной точке сделать управление всеми событиями. Как вот делает Бог? Он же волевым образом не то, что там воспринимает одновременно там большое количество событий, он просто находит какие-то радикальные точки, ему все понятно всегда. И вот это вот понятие именно постоянного понимания мира, это есть личная воля, идущая по воле Бога к человеку. Бог сделал так, чтобы человек вечно развивался, он должен жить вечно, чтобы вот эта обратная волна всеобщего понимания, не только там Бог понимает, но и люди тоже должны понимать так же, в принципе, ну, как бы по-своему, но, по крайней мере, стремиться к всеобщности понимания. То как только вот эта волна людей, то есть воля к пониманию, да, изъявление личной воли, изъявление как бы воли именно понимания всей ситуации, эта волна как раз-таки и есть то, что человек находится там в бесконечности в виде именно человека вечного, вечно развивающегося, реально вечного, который сейчас уже вечен. То есть Бог смотрит, например, отсюда и видит, что человек-то в будущем он вечен. Но при этом он все время посылает импульсы вечного развития, и тогда он должен понимать, вот в какой момент и что происходит вокруг конкретного человека. То есть человек вечный, находящийся где-то, ну, как бы там, да, для Бога, в будущем, хотя для Бога на самом деле логически нет ни там будущего, ни прошлого. А тем не менее, воля человека преобразует мышление Бога в структуру, подобную ну, той, как у человека. То есть Бог уже адаптируется к действию человека, потому что у него есть воля. Именно отраженная воля как бы человека. То есть человек свободным образом передал свою волю, да, волеизъявление. Ну, хочешь жить, например, там вечно, счастливо и так далее. Быть здоровым, вечное количество лет. Например, такая воля человека. Но логически это так и есть. То есть логически критерием подобия является то, что в будущем человек это имеет, или уже сейчас. Вот задача показать, что уже сейчас он данным инструментом владеет, человек, и тогда ему проще, он, например, не поддается там каким-то заболеваниям, он спокойнее переносит какие-то там невзгоды и так далее, и постоянно стремится к одному управлению, именно вечное развитие. И когда он данное развитие начинает делать сопоставимым воле Бога, то в точности, да, то он уже начинает как практически не отличаться в технологическом уровне по принципу там, самопостроения тела, по принципу творческих возможностей. То есть в этом случае человек творческие возможности, заложенные, например, от Бога, может приводить к уровню такому, что самостоятельно развиваться так сильно, что они будут соответствовать именно уровню, заложенному от Бога. То есть это говорит о том, что человек может развиваться в принципе бесконечно и на уровне первичной задачи Бога. И то, что он творчески развил, заложено изначально в душу. Ну, например, душа человека имеет знание о воскрешении или там, об излечении, вообще говоря, например, от какого-либо заболевания, в принципе, от любого заболевания, есть технология вечного развития. Если он творческий человек развивается, доходит до этого уровня, то логическая фаза синхронизируется с заложенным уровнем в душе. И тогда получается, что вот именно тот переход от души человека к душе Бога, это и есть действие человека, то есть, причем волевое действие, направленное именно на вечное развитие. И тогда действительно душа Бога становится ближе к душе, например, там, человека, восприятия человека, но при этом
человек, то есть душа человека, становится ближе к душе Бога именно в линейном, векторном выражении. То есть человек осознанно, за счет там, хороших дел, волевых проявлений начинает приближаться к Богу именно более ярким светом своей души. Ведь приближение – это такой же свет, ведь там нет понятия там, дорог, пространства и так далее. Да? Есть душа Бога в этом мире, и человек просто ее делает, свою душу, более яркой. И тогда получается, что идет синхронизация воли Бога, воли человека, когда там взаимное свечение, когда свет Бога и свет человека начинают сливаться в уровне именно бесконечного развития. То есть вот если поставить просто логическую задачу, какой критерий соответствия действий человека тому, что является или там называется волей Бога. Для этого очень просто нужно посмотреть со стороны на человека и посмотреть, что от его действия распространяется линия вечного развития. Значит, он где-то стыкуется с волей Бога. А если еще посмотреть, где, можно ему и помочь. То есть дать управление, которое позволяет ему точнее, там, эффективнее развивать в сторону вечности, именно вечного развития. И вот если развивать в сторону вечного развития, то через какое-то время, там, предположим, возьмем бесконечное время развития, через какое-то время идет достаточно высокая сжатие, то есть концентрация воли человека, других людей, Бога, приводит к тому, что возникает принцип свободного мышления. Вот почему человек мыслит свободно. Очень просто в этой точке увидеть, что мысль рождается как величина свободная, в принципе, во многом часто не зависящая от предшествующих факторов. В этом есть принцип именно бесконечного, да, будущего развития. Очень высокое сжатие информации вытесняет некую третью величину. И возникает, например, мысль. Но для Бога сверхвысокая концентрация информации рождает там, цивилизацию, землю, человека и так далее. То есть Бог находится фактически в тех же условиях развития информации, как и человек, по сути. Просто у человека рождается мысль, которая может реализоваться в материальном воплощении, в каких-то действиях, выраженных действием человека. У Бога мысль — это и есть вещество, да? Материальное или там, информационное, или это может быть даже душа человека, созданная в продукте мышления. То есть часто Богу не обязательно там идти на платформу создания души, создавать. Ему достаточно промыслил, и в динамике он рождает душу. Так вот, получается, что свободная мысль, значит, которая у человека идет от сверхплотности, да, преобразуется в какие-то действия, но через человека. То есть, если мы смотрим с точки зрения Бога, Бог так сделал этот мир, что преобразование мышления в действие происходит через человека. Потому что почему бы, например, Богу, да, не дать человеку качества, ну, скажем так, какие-то максимально близкие, то есть брать и на расстоянии там что-то материализовывать, да? А он же сначала мыслит, свободно причем, потом берет, продумывает и что-то делает органами чувств, там, физическими органами и так далее. А потому что это есть признак свободы воли Бога. Вот здесь вот проявляется свобода воли Бога в человеческом и в божественном понимании. То есть свободная воля Бога подразумевает наличие всех возможных вариантов, в том числе и этого варианта действия через физическое тело. Часто это вариант только один, потому что тогда действие проявлено. Чтобы объективизировать действие, вообще хоть что-то создать, нужно какое-то проявление. Значит, тело как необходимость действия. Механизм построен как система необходимости. Не потому, что Бог там что-то больше взял себе, да, или там меньше заложил для других элементов управления или там информации, не говоря же о человеке, которому он дал практически все возможности вечного развития. Вообще реально все. Идеальные даже системы он дал. Здесь в данном случае именно механизм передачи знаний, механизм взаимодействия, взаимообучения, он как раз таки и волевым образом выражен таким образом, что должна преобразовываться мысль. Кто мысль довел до уровня высокого просветления, может действовать на уровне вибрации Бога, по крайней мере, в действии по локальному данному процессу, то есть Бог может во всем мире, а человек может научиться
линейный либо под свои события, либо там в локальных сегментах, тоже, конечно, относящийся к его событию, но как бы не связан лично с человеком. Там, помочь где-то на большом расстоянии кому-либо, то, кто, в общем-то, и часто нигде не проецируется в его сознании. То есть взять и помочь там любому человеку в бесконечном будущем. Причем выбрать конкретного. Он это может, он свободен, и получается, что вот это вот волепроявление человека и Бога в действии, да, выявляет очень простую величину. Для человека подобие возникает тому, как действует Бог в локальных системах, где, опять же, внешние системы могут быть любыми. То есть человек сам себя определяет, что относится к нему, что относится как бы к внешней как бы системе. Да? Но что относится к человеку, ну, весьма всем считается, что понятно, его личные события, физическое тело и так далее. Вот он выделил первый объект внешний. Помочь постороннему человеку, казалось бы, постороннему. И очень четко мы видим, как конфигурируется и возле него связь. То есть четко видим, что строится, вообще говоря, в этот момент его физическое тело им самим человеком. Чтобы понять, каким образом человек строит свое физическое тело по уровню тому, что Бог постоянно все фактически как бы держит на своем сознании, да, на своей воле, в общем-то, во многом, то есть любую молекулу, то здесь возникает подобный элемент, что человек создается за счет, в том числе, внешнего элемента, ну, казалось бы, тот элемент, который вообще не соответствует только личностной системе событий. И тогда получается, в общем-то, логически, чем больше человек там делает добра, чем больше каких-то благотворительных действий, больше спасает, тем он более устойчиво развивается, тем он более устойчиво формирует свое физическое тело. Тогда для Бога существует, так как Он вечен, только одна величина. Он должен быть вообще макроположительным, то есть делать только исключительно все созидательное, хорошее, да, его физическое тело. То есть у него получается, что такой закон в волевом проявлении человека, что иначе там не может быть другого. Потому что тогда молекулы бы разлетелись, и где бы тогда находился, да, физический мир. И здесь, более того, там сами молекулы где-то еще должны быть в сознании Бога, да, в этом случае, то есть должны быть построены. Получается, сверхволевая концентрация приводит к тому, что возникает такое понятие, что любой человек, любой, неважно, как он там рожден, вообще какие преобразования произошли с этим человеком, всегда может полностью освоить систему полного восстановления организма только лишь в том случае, если есть его воля или кого-то внешнего, любого внешнего человека. То есть достаточно одного человека заявить, что пусть в цивилизации будет все вечно живущие. Этого в принципе достаточно. На этом уже могут опираться, там, все люди, например, я заявил, то есть мое личное желание, что все жили вечно. Этого в принципе достаточно. Если еще кто-то дополнительно будет, например, добавлять, еще больше будет концентрация коллективного сознания, еще лучше. А, конечно, добавлять должен, вообще говоря, любой человек, кто понимает, что раз такая возможность есть, то значит, естественно, ее лучше реализовать. Как правило, когда начинается реализация, то люди понимают, что именно так и устроен мир. Любой другой уровень мира, где есть там какой-то распад биологической ткани, некие конечные элементы, какого-то как бы интереса даже, да, особого не представляет, другой вариант. И здесь возникает следующий элемент, что воля внешняя, да, как бы волевые проявления внешнего мира, связанные, например, там, с технологией вечного развития, это есть четкая линия интереса, как бы волевого, причем целевого интереса внешнего объекта к вам, информации. Например, какой может быть интерес у дерева, стоящего там в лесу к вам, да, или там на тротуаре. Но если вы выявляете волевую линию, направленную к вам, любой объект информации по отношению к любому другому объекту имеет линию направления действия. Но это же все равно волевое проявление, просто так бы ничего не происходило. Когда вы начинаете видеть, что это воля, как раз таки воля, да, не просто там какое-то хаотичное действие, а именно воля, а все, что вне системы, это есть воля, в принципе, по большому счету, объект информации или ваша, но не проявлена в линейном импульсе. И между этими элементами находится именно вечная конструкция любого элемента, включая физического тела человека, то мы очень четко начинаем понимать всю природу вещей, связанных с
действием по отношению к вам какого-либо элемента информации. То есть, например, молекула воздуха где-то. Через нее можно познать всю ситуацию. Вам не надо куда-то там далеко ходить, вам достаточно выявить мотив поведения по отношению к вам. Ну, как в расследовании неких ситуаций часто возникает вопрос мотива, да, или понятия, хотя бы анализа. Так вот, выявить мотив там, в молекуле какой-то там кислорода вроде бы логически необходимости нет. Да? Почему существует вот это волевое внимание к вам? А потому что если вы начнете идти дальше с точки зрения проекции вашего сознания именно в макросистему, то здесь совершенно четко видно, что именно вот эта проекция сознания, это есть ваше личное действие. То есть мотив, вообще говоря, заложен в вас самих. Вы очень четко определяете мотивацию любого элемента информации через познание себя. И здесь вот возникает элемент именно расширения системы сознания. То есть человек, создающий свою волну сознания волевым образом. Но волна сознания такая, что она часто не визуализируется вообще никак. Просто свет. Или быстрый, или он статичный. Но это сознание содержит все факторы всех внешних событий. Это очень мощная прогностическая система. В этой системе можно выявить совершенно любой элемент вашей реальности заранее и его как минимум минимизировать. Возможно, какой-то элемент происходит не просто тогда, не зря. И тогда хотя бы минимизировать, но сохранив некое действие, чтобы логически привязать к следующему. То есть вы строите пространство своего будущего, как бы складывая какие-то там, ну, по принципу там домино, видимо, каких-то фигур, неважно как, но вы четко от одного мостика переходите к другому. Это ваш путь, но при этом вы четко видите, что во всем внешнем мире ваше управление настолько синхронизировано, что все окружающие воспринимают это как естественное развитие. А оно есть уже естественно для всех, потому что вы действуете правильно, вас воспринимают правильно, но тогда возникает следующий уровень. Вы воспринимаете эту систему как некую систему внешнюю, которая совершенно управляема. И тогда получается, что у вас возникает следующий уровень контроля. Как делает Бог? Он за каждым уровнем оставляет следующий уровень контроля для управления. Да? Это, кстати, не понятие вот именно контроля ради контроля, а понятие устойчивости системы на самом деле. То есть, более того, там многомерный контроль. За одной группой управления возникает много систем внешнего управления и так далее. Чем выше концентрация, тем больше систем входит в единицу там, вещества. Это логически и так понятно. И здесь ясно, что Бог создает себе реальность будущего, вот под той аналогией, таким образом, что Он как бы искусственно, не то что искусственно, а как бы специально с точки зрения человеческого сознания подводит какое-то действие под какое-то, действие осуществляется, критерием его следующего действия является все время контроль за внешним миром. Причем тем миром, который Он создал сам, но который находится как бы на отдалении, да? То есть он воспринимает внешний мир как систему уже созданную и как будто бы не влияет. То есть человек так думает, и Бог себе формирует человеческое сознание. Поэтому человеку Бог со временем становится более понятен. И также и человек может сделать какое-то действие, а затем это действие абстрагировать, да, как бы несколько и отдалить от себя, но при этом он воспринимает это действие или какое-то событие как внешнее событие, и в принципе там получается так, что раз это событие внешнее, то оно как бы его не касается. Да? То есть люди оставляют это в прошлом. Если для Бога это горизонт, то есть текущее время, для человека это прошлое. С этой точки зрения, если подумать, вот зачем Бог создал для человека прошлое? Ну, с точки зрения вообще создания существа, да, сущности человека, как вида, и мироустройства мира. Для Бога, который может вообще создать любую конструкцию, он мог бы, например, взять и по аналогии сделать, что все равнозначно, и все. Но тогда возникает вопрос, как люди продифференцируют друг друга, как они, например, друг друга узнают, да? Когда есть однотипность, совершенно, ну, как бы, если взять и одни и те же фигуры построить, как их отличить? Вот как раз-таки прошлая система индивидуализации, каждый имеет свою систему событий, логически это опять понятно.
и каждый имеет разную систему развития. То есть прошлое необходимо для того, чтобы люди наращивали коллективную фазу, которая приближается к Богу, стремится к Богу. То есть принцип всеобщего развития заложен в ту систему, что человек может научиться подобным образом строить другую систему, ему просто нужно отличаться, он должен быть разным. И поэтому сделана структура прошлого. Но тогда прошлым можно управлять, естественно, да? Раз мы знаем, что эта система создана Богом, давайте посмотрим тогда, как она управляема. Вообще зачем управлять? А за тем, что если заболевание, например, да, вывести в структуру прошлых событий и не подпускать, как бы экранировать постоянно. То есть вот платформа прошлого, она где-то там, значит, колеблется, а не подпускать ее к физическому телу, и все. Поколеблется она какое-то время, и заболевания нет. Достаточно только вывести за пределы реализации этой конструкции. То есть прошлое достаточно практичный инструмент, даже оказалось для лечения, да? И когда, например, мы хотим использовать структуру прошлого для управления будущими процессами, то здесь прошлое как элемент стабилизации – это хорошая вещь. То есть мы можем зафиксировать картинку будущего, если мы либо конструируем на воле, да, эту картинку, хорошую, либо мы берем элемент прошлого, как-то, благоприятный элемент, берем, соединяем с будущим элементом и получаем устойчивую систему, которая уже перед вами формирует мир. То есть вы, ваша личность, ваше сознание, формирующее внешний мир. Причем так гармонично, что вы не ощущаете разницы между миром и элементом сознания. То есть гармоничное сознание. Гармоничная воля, то есть действующая воля, воля, которая понимается вами с точки зрения именно макроспасения, она формирует гармоничное сознание, гармоничную реальность. И здесь получается, что механизм вот, аналогичный тому, как действует Бог по созданию именно дальнего пространства, естественно, применим и для механизма управления событиями. Можно события неблагоприятного толка вывести также за платформу как бы прошлого и не подпускать, да, к себе. Это известный элемент управления, люди стараются или там забыть, хотя забыть практически, как правило, люди не могут, так скажем, сразу. И тем не менее, если механизм там именно забывания там, да, рассматривать, то в принципе можно не забывать, если знать управление. То есть для, например, человека, который обладает управляющими сновидением или духовным видением, понятие, что он чего-то забыл, как правило, не существует, он же все равно видит все. Сейчас он как бы не может ничего забыть, да? То есть в момент просмотра он все знает. И при яснознании то же самое. И здесь получается следующее. Чем концентрированнее оптическая система человека, чем концентрированнее его душа, хотя бы в оптическом проявлении, а значит, он более просветлен, то есть у него, значит, больше всяких технологий, как правило, может быть, для реализации именно макроспасения, да, как минимум, а зачастую для реализации там, своих задач очень эффективным образом, тем человек становится, значит, более, значит, например, там, понятен, да, больше передает знаний, чем он концентрирование в душе, например, да, по свету души, и тем больше он может распространить именно знаний о состоянии, то есть о вечном развитии. Ведь душа, она всегда вечна. И получается, что когда он концентрацию, например, наращивает таким образом, человек, он формально и фактически участвует в создании знаний о вечной жизни, о вечном развитии, тем более, что на определенных уровнях разницы между душой и телом уже не происходит, восприятие. Тогда ясно, что тело этим обладает, тело излучает данные знания, и вот достаточно другому человеку воспринять на свой волевой именно импульс излучение от тела человека, именно того, кто обладает технологией вечности, то другой человек очень быстро возьмет это на именно уровень технологический, потому что волевое проявление и действие это всегда убеждает. И когда
например, человек, имеющий волевую конструкцию управления по отношению к вам, видит, что ваше тело, там, ваши действия обладают функцией вечного развития, и реально вечно, например, да, то он, естественно, уже убежденным образом формирует как бы следующую волевую систему. То есть, чтобы сформировать следующий волевой импульс, ну, желательно иметь некое убеждение, да, для того, чтобы именно в этой цели работать, или, по крайней мере, иметь информацию, если человек не убежден. Но с точки зрения освоения вот, технологии моего учения в данном разделе важно, что, определив волевую конструкцию человека, можно именно вывести его на уровень убеждения, что он должен быть убежден, что надо жить вечно, технологии учения это позволяют сделать и так далее. И когда, например, вы смотрите на ситуацию вот, в будущее, в далекое, да, с точки зрения текущего развития, то всегда можно захватить сегмент в будущем, который благоприятен для вас, ну, практически, ну, скажем, на все 100%, да. То есть будущее в такой транскрипции, именно воле проявления вашего, там, в понимании, как правильно воля в пространстве информации, что, в принципе, на уровне понятия воли прошлое – это регулируемая величина, или она там нужная величина, да. Но если там какие-то неблагоприятные события, можно вообще вывести из волевого уровня управления. То есть воля еще позволяет создавать вот эти шлюзы, вот эти вот системы экранирования и так далее. И когда мы смотрим уже в бесконечное будущее, то вот этот подхват от благоприятного события, это есть на самом деле форма будущего. То есть форма будущего бесконечного, она только одна. У всех события благоприятное. Все обладают технологиями именно вечного развития, вечной жизни. И в связи с этим получается, что будущее, собственно говоря, это вот бесконечное, скажем, которое, ну, подразумевает наличие неких событий, значит, которые, в общем-то, визуализируются, там, строятся. Все это будущее сводится просто к форме информации. И вот эта вот форма, которую мы можем оттуда, да, притянуть как бы сюда, она при притягивании как бы распаковывается в тело, ваше физическое тело. То есть, чтобы, ну, как, омолодить или там, да, оздоровить физическое тело, достаточно выявить форму будущего, значит, с точки зрения бесконечного развития. Рассмотреть, правда, при приближении нужен именно ваш сегмент. И когда вы свой локальный сегмент видите, то приближаешь уже сюда, вы видите свое физическое тело. И вот локальный сегмент и глобальный сегмент для Бога, да, вся реальность для вас, это, ну, частная реальность, скажем, сходится на уровне всеобщего действия, опять же, в вашем физическом теле. Вот с точки зрения Бога и человека, личности человека, Бог и человек в волевом уровне выбрали, например, физическое тело человека. И воля их совпала. Иначе бы никакие процессы такого типа не происходили. Раз воля их совпала, вечный Бог, который в информацию воли вкладывает именно конкретную систему информации, то есть здесь все-таки мы имеем дело с тем, что это воля Бога. Соприкосновение с волей человека создает тело. Тогда получается воля человека, да, находится, вообще говоря, вне системы, там, ну, по крайней мере, таких как бы текущих уровней, что ли, действий человека. То есть воля имеет, по крайней мере, одна из координат воли имеет внешний фактор. То есть воля всегда обладает внешним уровнем. И когда вы начинаете этот внешний уровень искать, то там есть Бог, там есть действие внешних систем, то есть опять макроуровень, да? Но регулируемый уже вами очень точно. Вот здесь очень важный механизм, что когда вы входите в систему внешнего управления через волевой признак, все процессы мира регулируются там вами, именно внешние когда процессы. И если вы встаете в эту точку зрения, то доступ к любому событию элементарный. Можно взять там, любую клетку, восстановить в организме. Можно взять там, даже там, целую ткань, как-то там, ненужную, например, реструктурировать в здоровую там, и так далее. И когда вы начинаете вот этот уровень исследовать с точки зрения других людей, то там есть очень простой момент.
воля любого человека все-таки это здоровье, как правило. В основном почти под 100% люди хотят быть здоровыми. Так или иначе, да, там глубоко в душе, или там логически, или они это выражают явно. Значит, отсюда есть путь к другому человеку. Вот есть воля человека к вам, а так как он хочет быть здоровым, значит, можно сказать ему, да, можно быть всегда здоровым, выделите форму будущего с точки зрения вечного развития, и тогда можно жить вечно. Значит, надо быть как минимум здоровым там, в промежутках этого вечного развития. И получается, по воле, по линии воли человека можно близко подойти к человеку. То есть Бог разрешает то действие, когда действие значит, исходит из воли человека. С точки зрения здоровья, воля такая, как правило, проявлена. А тогда можно перейти не только там на здоровье, можно перейти на событийную систему. То есть это все-таки система доступа. Система доступа не только там, в какие-то процессы физические, но и в социальные процессы. К личности человека можно привнести некие знания, но для того, чтобы подойти ближе к человеку, значит, ему надо дать знания. Но ведь мы выявили структуру по именно признаку воли с точки зрения бесконечного развития. Значит, человек, который приближается к другому, по признаку воли, он должен постоянно ему предоставлять знания о вечном развитии. Так или иначе. Тогда он ближе к нему приблизится. То есть, чтобы убедить человека, переговорить с ним, он должен, другой человек, значит, давать ему знания о вечном развитии. То есть, передача знания о вечном развитии – это необходимая величина для волевой конструкции управления с точки зрения воли, с точки зрения устройства мира по волевому признаку. Это, вообще говоря, единственная возможная конструкция, где можно, например, объединять волевые усилия разных людей, двигаться одновременно в одном направлении. И, в принципе, известно, что действительно волевая коллективная система управления, она всегда эффективнее, или, по крайней мере, в основном она может быть эффективнее, чем значит, действие одного лица. Хотя я считаю, что одно лицо, естественно, может действовать или эффективнее, или там, хотя бы так же, как группа людей. То есть, с точки зрения информации, вероятностного типа, действие одного человека все равно нельзя считать ниже, чем там, группа людей. Но, тем не менее, значит, концентрация воли в данном случае, она такова, что за счет того, что люди концентрируются вместе, они передают знание, что это коллективное действие, это очень важно. И когда коллективным действием может достичь макроспасения, спасения всего, причем мира, от возможной, например, там, глобальной катастрофы, то получается, что эта информация все-таки достаточно важна, достаточно нужна, потому что она популяризирует управление. С точки зрения макроспасения, например, мое учение можно просто преподавать, а можно еще популяризировать путем технологических приемов, использования каких-то специальных лекций, например, там, волевое действие, это все-таки специальная, в том числе, технология, которая позволяет управлять через волевые признаки, по признакам все-таки более жестким, потому что может быть так, что воля человека однозначна, и надо к нему приблизиться, например, и дать управление, чтобы он там жил вечно. Да? Значит, получается, что если он там принял какое-то предварительное решение, не обязательно это решение, предположим, какое-то для человека оно негативное, вот он там, может быть, просто принял какое-то житейское решение, тогда как до него довести технологии вечного развития. А ведь технолог, который, например, работает так, он знает, что он выполняет волю Бога и волю человека, самого себя или там, другого человека, то получается вот доведение именно обязательного вечного развития, да, до другого человека, это есть совместная воля и человека, и Бога, но одновременно, все-таки одновременно, это есть признак полной свободы другого человека, который имеет именно волевой фактор действия, и вот на воле он принимает решение. Тогда получается на волевом уровне, когда принимает решение другой человек, он принимает обязательно как минимум сознательно полностью. А часто он еще делает там следующее управление в будущее, как бы сканирует процессы прошлого, да, и так далее. И получается, что вот этот уровень взаимной воли там, Бога, человека и следующих лиц, это есть мощнейший уровень коллективного управления, где вот эта сфера или шар воли, который обладает
как бы сверхмощным излучением, одновременно это излучение никак не видно, это позитивные действия, даже не то что излучение, а свет просто, яркий свет, который не как бы давит на глаза, то стоит только вот в этот сформированный шар, о котором я сейчас сказал, вывести управление, хотя бы, ну, как бы простая технология, взять и мысленно притронуться там рукой, да, к такому шару, или там другого человека возле него поставить, то идет мощнейшее волевое управление, где есть ваша воля спасения человека, да, например, или там помощь ему, и коллективная воля всего мира, включая волю Бога, и тогда вы получаете мощнейшее действие именно в структуре информации, волевое действие, там, всеобщее волевое действие. И здесь очень четко решается задача именно по макроспасению. Как только вы здесь попадаете в структуру макроспасения, вы моментально решаете основной уровень своих задач, даже далеко будущих, стратегического управления. И вот когда вы с этой техникой поработаете на уровне уже окончательного управления, да, в данной теме, посмотрите, что эффект очень устойчивый, очень часто может быть быстрый и очень контролируемый. Практически можно работать совершенно точно. На этом я заканчиваю свой семинар. Спасибо большое за внимание.